Барселона нашла замену для Гави. Томас Тухель хочет забрать Арауха. Новые правила в футболе. Тренер для МЮ. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Именитый итальянский наставник мадридского Реала Карло Анчелотти получил предложение от руководителей одного из английских топ-клубов. По информации Madrid Extra, предложение итальянскому тренеру сделали представители МЮ. Анчелотти после окончания этого сезона может покинуть Реал. Пресса активно сватает опытного наставника на пост нового главного тренера сборной Бразилии. На данный момент МЮ под руководством Тен Хага занимает 6-е место в АПЛ. Вчера Гави перенес операцию после разрыва крестообразной связки и травмы мениска, сообщила пресс-служба синегранатовых. Гави сегодня была проведена успешная операция на разорванной передней крестообразной связке правого колена и по наложению шва мениска. Под наблюдением медслужбы клуба доктор Жуан Карлос Манлау провел ее в больнице Барселоны, говорится в сообщении. Вчера ночью радикальные фанаты ПСЖ совершили нападение на болельщиков Ньюкасла, в то время как они отдыхали в одном из пабов Парижа в преддверии очного матча в ЛЧ. Об этом информирует RMC Sport. Поклонники Сорок пытались забаррикадироваться в пабе, в то время как болельщики парижской команды бросали в здание стулья, столы и дымовые шашки. В связи с этой ситуацией, в целях обеспечения безопасности, владельцы пабов в Париже получили распоряжение о том, чтобы раньше закрывать свои заведения. Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер привлек внимание Манчестер Юнайтед. Как утверждает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, 27-летний немец входит в список манкунианцев на зимний трансферный период. Пока переговоров нет, как и предложения о трансфере. Однако Манчестер Юнайтед уже запросил информацию об игроке. Вернер недоволен своим положением в Лейпциге, но на данном этапе склоняется к тому, чтобы остаться в клубе как минимум до лета. В этом сезоне Бундеслиги Тимо провел лишь 8 матчей. А сейчас минутка милоты. Алехандро Гарначо подарил юному болельщику бутсы, в которых он забил тот самый гол через себя в ворота Эвертона. Футболист сборной Германии и Мюнхенской Баварии Джошуа Киммих является главной трансферной целью Барселоны в летнее трансферное окно, сообщает АС. Синегранатовые ищут замену выбывшему на длительное время Гави. Спортивное руководство Барсы считает, что зимой им не удастся подписать контракт с достойным игроком, так как все таковые заняты в своих клубах. По информации газеты, главный тренер каталонского клуба Хави уже несколько раз общался с Киммихом, и немецкий футболист выразил готовность присоединиться к Барселоне через несколько месяцев. Криштиану Роналду продемонстрировал образец честного поведения на поле в матче Лиги Чемпионов Азиатской конфедерации футбола с Персиполисом. В самом начале встречи главный арбитр зафиксировал фол на португальца в штрафной и назначил пенальти в ворота Персиполиса. Однако сам Роналду последовал за судьей и сказал ему, что нарушения не было. Футболист погрозил пальцем в сторону рефери и произнес: «Нет пенальти». В конечном итоге решение было отменено после проверки ВАР. Мюнхенская Бавария проявляет интерес к защитнику Барселоны Рональду Араухо, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По данным источника, в Арауха заинтересован лично главный тренер Баварии Томас Тухель. При этом сама Барселона хочет сохранить игрока в своем составе. Уругваец выступает за Барселону с 2020 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. Реал Мадрид желает подписать флангового защитника Байера Джереми Фримпонга. Об этом информирует Sky Germany. Следующим летом выкупить трудовой договор Фримпонга можно за 40 миллионов евро. Реал вполне способен пойти на такие траты. Также следует добавить, что на Фримпонга претендует представитель АПЛ. Переманить одного из лидеров Байера хочет Манчестер Юнайтед. Лондонский Тоттенхэм вступил в борьбу за центрального защитника Ниццы Жан-Клера Тодибо. Английский клуб проиграл все 3 последних матча в премьер-лиге, что во многом стало следствием тех кадровых проблем, с которыми столкнулась команда Анге Постекоглу. Сложившаяся ситуация подталкивает Тоттенхэм к приглашению центр-бэка в зимнее трансферное окно. И Evening Standard утверждает, что на радаре у шпор находится 23-летний Тодибо. Игрок открыт к переезду в АПЛ, но хочет получить гарантии насчет регулярной игровой практики, что необходимо для попадания в состав сборной Франции на Евро 2024. Тодибо также вызывает интерес у Манчестер Юнайтед и Ливерпуля. В профессиональном футболе в ближайшее время могут появиться временные удаления. Международный совет футбольных ассоциаций может ввести 10-минутные удаления за нарушения, которые по тяжести не заслуживают крайней меры, но слишком серьезны для предупреждения. Это касается в том числе особо циничных тактических фолов. В качестве примера приводится нарушение Кьелини на Букайо Сака в финале Евро 2020. Защитник сборной Италии помешал вингеру убежать от него по флангу, схватив сзади за футболку и свалив на газон. Временные удаления позиционируются как аналог оранжевой карточки. Вчера состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором встречались французский ПСЖ и английский Ньюкасл. Встреча завершилась в ничью со счетом 1-1. Первый гол в матче был забит на 25-й минуте первого тайма. Отличился шведский нападающий Ньюкасла Александр Исак. ПСЖ смог сравнять счет лишь на 98-й минуте. Сделал это Кильян Мбаппе с пенальти. После этой игры в активе Ньюкасла стало 5 очков. Англичане расположились на 3-м месте в группе F. ПСЖ с 7 очками идет вторым.